Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виталий Голицын, я бизнес-тренер, и в этом видео вы узнаете от меня потрясающий секретный способ, который позволит вам гарантированно увеличить ваши продажи, если вы будете перманентно его использовать со всеми вашими клиентами. Да-да, вы не ослышались, всего лишь одно действие, вы выполняете его со всеми клиентами, и у вас увеличиваются продажи. Ну а в конце этого видео вас будет ожидать от меня один замечательный подарок, так что обязательно дождитесь его конца. Для начала давайте с вами рассмотрим механизм принятия решений у клиентов. И здесь нам нужно обратиться с вами к гормонам. Если у клиента во время общения с вами выделяются такие гормоны, как окситоцин, гормон доверия, или, например, дофамин, гормон удовольствия, то в этом случае вас ожидает сделка. Почему? Потому что клиент вам доверяет и испытывает при общении с вами и с вашим продуктом удовлетворение. Но если же у него в общении с вами будут выделяться такие гормоны, как, например, кортизол или адреналин, тогда у него включится система «бей-беги», и, конечно, ни о какой сделке здесь не может быть и речи. А наши гормоны непосредственным образом взаимосвязаны с нашими эмоциями. То есть, по сути дела, клиент принимает решение под воздействием эмоций. Кстати, насчет эмоций у меня есть отдельное видео, обязательно его посмотрите. Но сегодня мы с вами рассмотрим самый секретный, потрясающий способ, который связан с передачей нашего эмоционального состояния другому человеку. Дело в том, что ученые, нейрофизиологи не так давно открыли, что в голове у нас, в нашем мозге, находятся так называемые зеркальные нейроны, которые как раз и отвечают за передачу нашего эмоционального состояния и за считывание эмоционального состояния у другого человека. Как это открыли? Взяли двух обезьян, и одна обезьяна ела фрукты и ягоды, а вторая обезьяна просто на нее смотрела. И что увидели ученые? Они увидели, что когда одна обезьяна ест фрукты, то другая обезьяна испытывает тоже эмоциональное состояние. То есть в ее мозге включаются те же самые мозговые зоны. Именно тогда были открыты зеркальные нейроны, а академик Бехтерев впоследствии назвал это эмоциональным заражением. То есть что получается? Получается, что наше внутреннее эмоциональное состояние посредством зеркальных нейронов передается нашим клиентам. И, конечно, когда мы работаем в области коммуникации или продаж, нам обязательно нужно этот факт использовать. На самом деле и вы тоже знаете, как передаются эмоции. Ну, к примеру, человек один зевает, и другие начинают вокруг зевать. Синдром свадеб и похорон. Вы пришли на похороны, вам грустно. Вы приходите на свадьбу, вам весело. Вы приходите на концерт или на стадион, вас захватывают эмоции толпы. Ну и так далее. Мы все с вами сталкиваемся с этой эмоциональной передачей. Как это можно использовать в продажах? То нужно себя настроить на ту эмоцию, которую вы хотите передать своему клиенту. И эту эмоцию необходимо в себе удерживать во время общения с ним. А какая эмоция нам нужна? Давайте ответим себе на такой вопрос. В каком случае мы готовы что-то отдать другому человеку? Так вот, я вам скажу ответ на этот вопрос. Мы отдаем все без остатка тому, кого мы любим. Мы больше всего в этой жизни любим себя и наших детей. И, конечно же, мы готовы отдаваться нашим детям без остатка. По сути дела, любовь – это потребность отдавать. Именно это чувство по отношению к другому человеку и нам надо включить в себе во время коммуникации с ним. То есть нам нужно с вами пропитаться любовью к своему клиенту. Но не какой-то поверхностной, а именно искренней любовью. Почему? Потому что тогда мы с вами будем конгруентны. Тогда то, что мы будем говорить, будет соответствовать тому, как мы при этом будем выглядеть. И клиент это будет обязательно чувствовать. А для этого нам нужно задать себе несколько вопросов, для того, чтобы на уровне рационального мышления наш мозг поддержал эти чувства и эмоции внутри нас. Вопрос очень простой. За что я могу полюбить своего клиента? За что я могу полюбить своего клиента? И когда наш мозг получит ответы на этот вопрос, он включит этот вектор в отношении другого человека, и мы сможем войти в это эмоциональное состояние. Как это я использую на практике? Например, мне нужно провести переговоры по поводу продажи, например, тренингов или консалтинговых услуг. И я знаю, что за дверью будет находиться мой потенциальный клиент. Перед тем, как туда зайти, я начинаю
задавать себе вопрос, за что я люблю того человека, который находится сейчас за этой дверью. И ответы очень простые. Первое, конечно же, я люблю его за тот лайфстайл, который он обеспечивает мне, оплачивая мои услуги. Ведь посмотрите, этот клиент, по сути дела, кормит меня, кормит моих детей, оплачивает мои гостиницы, я покупаю игрушки своим детям, я путешествую на эти деньги. То есть он обеспечивает мою жизнь. Могу я полюбить своего клиента за это? Конечно, могу полюбить его за это. Второе. Этот человек, который находится за дверью, он является руководителем фирмы, и он создает рабочие места и платит деньги своим сотрудникам, поддерживая их существование. Могу я полюбить этого человека? Конечно, могу. Плюс этот человек еще и вкладывает деньги в повышение компетенции и интеллектуального уровня своих сотрудников, когда заказывает им бизнес-тренинги. Могу я за это полюбить этого человека? Конечно, могу. И я начинаю культивировать в своем мозгу эти 3 тезиса, что приводит к тому, что в моем сердце загорается искренний вектор любви по отношению к этому клиенту. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, за что вы можете полюбить своих клиентов. За лучший ответ я обязательно сделаю какой-то подарок. После этого в нас включается искренний вектор любви по отношению к нашему клиенту. Мы заходим, начинаем с ним здороваться, и он неизбежно через какое-то время попадет под эту искреннюю волну, пропитается к нам доверием, ему захочется с нами общаться, потому что в этом будет огромное количество энергии. Но здесь вы можете, конечно, заметить, ну а как же так? Мы же не можем любить всех клиентов, ведь есть люди токсичные, есть те клиенты, которые грубо себя ведут, есть те, которые отказываются от сделки, не снимают трубки, не покупают, ну и так далее, и так далее. Как удержать свое эмоциональное состояние в этом случае? Здесь я отвечу еще одним экспериментом. В одну комнату посадили 100 хороших парней. Это были выпускники Гарварда, известных вузов, самые лучшие, честные, ответственные парни. И в эту комнату к этим 100 хорошим парням подсадили одного плохого парня, который не делал ничего хорошего, всю жизнь всех обманывал, сидел в тюрьме, но вот самый что ни на есть плохой парень. И в эту комнату также завели девушку, и ей сказали: иди пообщайся с этими 100 хорошими парнями и найди этого плохого парня. Как вы думаете, нашла девушка в этой комнате этого плохого парня? Ответ – да, она нашла этого плохого парня в этой комнате. Но факт в том, что это был не тот плохой парень, а какой-то другой на ее усмотрение, по ее субъективным характеристикам. То есть, когда ей сказали, что в этой комнате есть кто-то плохой, она взяла этот ярлык и пошла и нашла для себя лично какого-то плохого человека. А если бы ей этого не сказали, то тогда бы плохого парня в этой комнате и не было. О чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что плохой клиент, которого вы так маркируете, он, скорее всего, для своих детей совершенно неплохой. Для родителей, скорее всего, он тоже неплохой. То есть вы для себя его самоопределяете, что этот клиент плохой. Профессионалы в продажах никогда так не самоопределяют своих клиентов. Почему? Потому что это непосредственным образом влияет на их результаты. Еще один эксперимент. 2 учителям при представлении класса сказали, что первый класс – потенциальные отличники, а второй класс – потенциальные двоечники. И хотя классы были абсолютно равны. И после того, как эти учителя стали обучать этих учеников, увидели, что в первом случае у них была выше успеваемость, а во втором случае успеваемость была ниже. Потому что их внутренний настрой перед обучением и работой с классом влиял на их работу и на конечную успеваемость учеников. А вот теперь задайте себе сами этот самый главный вопрос. Вы хотите работать с плохими клиентами или все-таки вам хочется приходить на работу и работать с хорошими клиентами? Ну, наверное, ответ номер 2. Поэтому профессионалы продаж, они не маркируют клиентов как плохих, потому что понимают, что это негативным образом влияет на их внутреннее состояние. Ну, а на самом деле всех клиентов, которые доставляют вам неудобства или как-то негативно себя ведут в ваш адрес, можно поделить всего лишь на 3 группы. Первое – это хейтеры, то есть это те люди, которые живут в негативном мире и во всем видят только плохое. Но задайте себе очень простой вопрос. Человек счастливый, хороший, у которого в жизни все нормально, будет ли он негативно себя вести в отношении других людей? Скорее всего, нет. Если человек находится в таком негативном мире, вместо того, чтобы на него обижаться, его стоит только пожалеть, потому что ему живется очень плохо. Второе – это плохой день. То есть, может быть, в этот день
этот клиент потерял свою зарплату, ему нагрубили, у него произошло какое-то драматическое событие, ну и так далее. Но это не значит, что завтра этот клиент будет вести себя таким же образом. Просто у него сегодня плохой день, а вы могли попасть здесь под горячую руку. А кто из нас не эмоционален в разных ситуациях? Ну и третье – это ошибка системы. То есть ваша компания предоставила такой товар или услугу, которые, например, не соответствовали ожиданиям клиента. Проблемы с логистикой, бракованный товар, какие-то нюансы в договоре или что-то не сработало на сайте, ну и так далее. И здесь вина на самом деле системы, а не вас. И вот посмотрите, в этих трех ипостасях клиентских, стоит ли вообще на них обижаться и маркировать этих клиентов как негативных? Мне кажется, нет, потому что вашей вины ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае нет. Вспомните тех клиентов, с которыми вы начинали работать, когда только пришли в продажи. Маркировали ли вы этих клиентов как негативных? Скорее всего, нет. Скорее всего, вы относились к этим клиентам как к своему опыту, который вы набирали. Так вот, и находитесь в этом внутреннем девственном состоянии, в котором вы определяете всех клиентов как позитивных, а клиентов плохих определяйте для себя как сложных, которые просто являются вашими тренерами по самообладанию и позволяют вам повысить значительно свой уровень продаж. У вас будет больше внутренней мотивации, вы будете с удовольствием приходить на работу, вы будете радоваться общению с этими людьми. Это те бонусы, которые вы получите к неизбежному увеличению продаж, если будете работать именно в этой концепции любви по отношению к людям. У меня еще есть потрясающий чек-лист о том, как устанавливать контакты, вызывать доверие клиентов. Давайте я оставлю его под этим видео в описании, и плюс там будет еще 14 чек-листов для увеличения ваших продаж. Единственное, что я вас сейчас попрошу, это написать любой комментарий под этим видео, подписаться на канал и поставить этому видео лайк. Ну а после этого пройти по ссылке и забрать эти чек-листы. Ну а я желаю вам работать из состояния любви со всеми клиентами, достигать потрясающих результатов в продажах. Ну а с вами был бизнес-тренер Виталий Голицын. Всего вам доброго и больших вам продаж.